Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как можно нафармить ускоров на лечение солдат. Они нам очень нужны в сезонах, где на лечение уходит тысячи часов лечения. Делается это по субботам и делается это на огурцах. Что нам нужно для того, чтобы начать фармить? Для начала нам нужно раздеться. Раздеться в плане бафов. Делается это в двух местах основных. Бассейн совершенствования солдат. Снимаете усиление для своего типа войск. То есть я играю муравьем-стрелком, и все 5 бафов снял. Скорее всего, бить вы будете только ими. Поймете дальше почему. Но если будете бить не только ими, а другими типами, то для них тоже снимаете бафы. Второе место, где нам нужно снять бафы, это мутированная флора. Снимаем клетки, гены, бактерии. Клетки все 6 деактивируем. Гены во всех 4 вкладках деактивируем полностью все. В бактериях также во всех 4 вкладках. Не пропускаем, деактивируем. А в грибках вы не сможете снять, потому что, игрой не предусмотрено, скажем так. Но там баф небольшой. Для чего мы это делаем, объясню сразу. Цель наша, как можно больше своих солдат убить и вылечить, и как можно меньше ранить в огурце, чтобы как можно реже перезаряжали его. После того, как мы все это сделали, что мы делаем? Нам нужно настроить отряд. По отряду. Баф, кстати, можете снять еще вот этот. По отряду. Собираем непрофильный отряд. Что такое непрофильный отряд? В данном случае у меня основа стрелки. Дикое существо я ни в коем случае не ставлю в свой профиль. То есть я не ставлю стрелков и я не ставлю какого-либо универсала. То есть, потому что он начнет бафать моих солдат. То есть если я играю стрелками, то это охрана и это носки, то есть дикие. Вот я поставил скорпиона, это на носков. Он бафать не будет моих стрелков. Ставить можно как можно больше уровень, то есть это даст максимальное количество солдат, но бафы они не будут все равно действовать, поэтому даже можно 11 уровень воткнуть, неважно какого он качества. Главное, чтобы он был не ваш профильный и не универсал. По спецмуравьям принцип один в один, то есть я играю стрелками, ни в коем случае не стрелки, ни в коем случае не универсалы. То есть у меня есть охрана, у меня есть носки. То есть вот у меня стоит 2 охраны, 1 носки. Ставим максимальное, чтобы количество было в каждой линии. То есть если у вас там не хватает, как у меня, допустим, свободного не было, у меня вот максимальная 50 600, то я просто взял носков, туда закинул. То есть они все равно не профильные, он бафать не будет стрелков. По муравьям-солдатам самое интересное. Ставится обязательно обычный, не усиленный, то есть не вот эти вот солдаты. Объясню почему. Усиленные, на них тратится гораздо меньше ускорений на лечение. А у нас принцип как можно больше их потратить сегодня. Поэтому мы ставим обычных. Есть Т10, ставим Т10 обычный. Нету Т10 обычных, ставим Т9 обычные, то есть стрелки. Вот где они у меня. Где-то есть они. Где-то. Вот они. Если нету Т9, то ставим Т8. То есть, там, конечно, будет малый выхлоп, но суть, что обычные принесут гораздо больше, чем мутированные. Выставили полностью. Выходим из муравейника. Тут уже заранее оговоренный есть огурец, который все бьют. Там уже из другого альянса встал человек с достаточно мощным войском, в которое я буду убиваться. То есть я нападаю вот нашим именно отрядом. То есть все, пошел напасть. Отряд сбегал, вернулся. Заходим. Лечить. Отличились. Тут же ускорили это все. То есть, вылечили полностью. Вышли. Напасть, быстрое восполнение, опять этим же отрядом нападаем. Суть, как я говорил, убить как можно больше своих солдат. При полном отряде по там 108 тысяч примерно, у нас отряд где-то 330 тысяч, короче, в общем получается, плюс-минус. Убивается за один заход, вернее не то, что убивается, тяжелые ранения получает 130-133 тысячи солдат, это которых нужно лечить.
Вот здесь это начинается самое интересное. Если мы пользуемся усиленными, то у нас на лечение этих 133 тысяч бойцов уходит порядка там полдня, где-то уходит там 10 часов, 12 часов, может 8 часов уходит на лечение. Обычные лечатся 2,5 суток, то есть то, что надо. То есть за каждый заход мы у скоров тратим 2,5 суток. Это там, ну, не знаю, там 60, по-моему, часов, там плюс-минус. В чем профит? До захвата дерева, то, что вы набили на огурцах, то, что вы убили этих самых солдат, ресурсы на их лечение потратили, вам возвращается в 100% эквиваленте. То есть потратили миллиард листьев, вам миллиард листьев вернулось. Потратили миллиард миллиард мяса. Там росы потратили миллиард, также миллиард возвращается. Профит у нас именно в ускорах на лечение солдат. Там возвращается он с коэффициентом. Не знаю какой, я сегодня засеку примерно и отпишусь в комментарии под этим видео. Ну, суть такая, что на прошлые выходных, то есть прошлую субботу, я потратил где-то порядка 1000 с лишним часов, и мне вернули 5800 часов на лечение. То есть коэффициент достаточно такой прям хорошенький, добрый. Потому что, допустим, на тот же сезон, если хорошо повоевать, нужно 1005 часов ускоров, там, может быть 10 тысяч, это как бы прям, если прямо активно воевать. Но минимум 2-3 тысячи нужно иметь в запасе. Так что этот фарм такой интересный. Самое интересное, когда пофармите, не забудьте вернуть все бафы на место. Бывает такое, что потом панголина без баф бьют, или там даже до сурка дотерпеть могут, и сурка без бафа бить. И удивляться, почему урон такой. Вот такой вот нехитрый способ. Его нужно производить желательно каждые выходные, каждую субботу, потому что между сезонами где-то 3 недели, это 3 дня полных фарма. То есть сколько хватает энки, прям бегаем и фармим. Вот такая вот история. Удачного вам фарма, побольше ускоров. Всего доброго.